Вот такой обалденно вкусный, аппетитный ужин я сегодня приготовил. Запеченная в духовке соус курица с лук-порей и картофельное пюре со свеклою. А также запеченное в духовке яблоко. А если вы желаете узнать, как я это все сделал, оставайтесь на моем канале, я все покажу. Всем приветик, добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню, время готовить. И сегодня я буду делать совсем новое блюдо. Я еще сам никогда не делал, а просто я смотрел на YouTube, и один блогер мне дал идею, и я решил попробовать сделать и с вами поделиться методом приготовления этого блюда. А именно я сделаю картофельное пюре со свеклой. Это должно быть обалденно вкусно. И хочу сделать к этому, впервые буду делать куриный соус с лук-порей. И на десерт я запеку в духовке яблоки. Результат должен получиться обалденно вкусный. А чтобы время не терять, я покажу, что и как я буду делать. Может быть, и я вам подкину идею сделать что-то наподобие такого. Так, много чего я здесь приготовил уже на столе. В первую очередь, давайте я займусь яблоками. У меня тут 5 яблок, сейчас я вымою. Яблоки делим от сердцевины. Так, яблоки складываю сюда в форму. Сейчас я это беру, чтобы не мешалось. Немножко добавим сюда корицы в каждое яблоко. Так. Сюда добавим теперь изюм. Я все добавляю на глаз. Сахар. Во время приготовления в духовке яблоки еще дадут свой сок, и получится так, что будто желе образуется на донышке этой формы. Вот так. И таким образом мы отправим в духовку 180 градусов, ну, где-то на полчаса пойдет. Ну, вы увидите сами, как они будут готовы. Итак, для картофельного пюре у меня картошка вычищена, вымыта в воде, поставим ее на плитку. И в то же время у меня здесь вареная свекла уже готова. Но сейчас мы займемся курицей, потом я даже покажу, что делать с вареной свеклою. Здесь у меня куриные бедрышки. Сейчас я вычистил, вымыл, снял кожу. И я сейчас порежу на маленькие кусочки, отделю от кости тоже. Сюда добавляю теперь немножко сливочного масла. Сейчас булки, пузыри пошли у нас, хорошо. И сюда отправляю всю курицу. Так. И пускай она так у нас жарится, пока сейчас не трогаем. Тем временем я возьму одну луковицу. Сейчас мы порежем меленько. Так. И здесь у меня зубчики чеснока. Мы сейчас слегка их порежем, сделаем поменьше. Но добавлять будем на сковородку в разное время. Так. И также у меня здесь лук-порей замороженный, я буду пользоваться сегодня. Чтобы время не терять, пока у нас курица там жарится, мы сейчас пропустим через блендер вареную свеклу. Вот и все. Мы очистим. И это у нас пойдет картофельное пюре. Но перед тем, как добавлять картофельное пюре, я покажу, что дальше делать с этой свеклою. Итак, курица у нас пожарилась минут 5, так, смотрите, уже
с одной стороны порумянилось. Мы сейчас помешаем. И оставим еще на 5 минут, пускай так поджарится. Так, курица хорошо жарится. Смотрите, какая прелесть. Теперь на этом этапе я добавлю сюда лук. Перец молотый. Кориандр. Тимьян. Так. И дадим еще минут 5 так пожариться. Чуть-чуть подсолю, конечно же. Я уже чуть-чуть подсолим. И пускай потихонечку так жарится у нас. Так, смотрите, какая прелесть. Теперь на этом этапе я сюда добавлю замороженный наш лук-порей. И тоже дадим пережариться слегка. Время от времени помешиваем. Потому что лук-порей еще замороженный, он еще будет отмораживаться тоже. Итак, здесь на сковородке у нас все хорошо жарится. Смотрите, какая прелесть. А запахи вам просто не передать. Теперь на этом этапе сюда я добавлю чеснок. И дадим немножко пожариться. Как пойдет запах чеснока, я покажу, что дальше делать. Так, запах чеснока пошел, очень хорошо. Теперь я сюда добавлю муку, начинаю формировать соус. Нам надо густой соус. Сейчас это все перемешаем, чтобы немножко мука прожарилась здесь. И постепенно добавляем жидкость. Сейчас в первую очередь я добавлю горячую воду. Постепенно добавляем, перемешаем, пастообразная масса получится, опять добавляем воду. И теперь на этом этапе добавляем молоко. Не забывайте, как я вам сказал, нам нужен густой соус. Вот так. И теперь накрою, пускай потихонечку это у нас кипит. Итак, соус у нас хорошо здесь кипит. Смотрите, какая прелесть. Вот такой густоты нам соус и нужен. Соус у нас практически готовый. Это первая половина блюда у нас готова. Сейчас я попробую на соль. Получилось обалденно вкусно. Накрываю и выключаем газ. И теперь мы ждем, как мы будем делать пюре. Итак, картошка у нас сварилась для пюрешки. Теперь я сюда добавлю немножко масла. И как вы помните, мы сделали пюре со свеклы. Мы отправим это сейчас на минуту или две в микроволновку, чтобы она была уже горячая. И сейчас немножко протолкую. Теперь мы сюда добавим немного перец. Солим по вкусу. Добавляю сюда хрен. Одну ложку такую. Немножко помешаем все это. Я сейчас немножко подсолил, но если понадобится, я сейчас еще подсолю. Теперь мы добавляем сюда свеклу. Так. Добавляю тертый сыр.
на глаз. И взбиваем 2 яйца. И быстренько начинаем все это перемешивать, чтобы яйца у нас не разошлись. Как вы видите, сыр уже расплавится. Как следует все перемешаем сейчас. Очень хорошо. Теперь попробуем на вкус. Очень вкусно получилось. Итак, пюрешка у нас готова. Теперь покажу, что дальше делать. Так, теперь я взял здесь форму, и сюда мы перенесем наш соус. Густой соус нужен потому, чтобы пюрешка там не утонула, а держалась сверху. И теперь аккуратненько пюре мы складываем сверху нашего соуса. Так, аккуратненько сейчас разровняем. Так. Беру вилочкой, и вилочкой делаем узор. И это отправляется теперь в духовку 180 градусов примерно на 20-25 минут. Ну, вот такой финальный результат получился. Яблоко. Посмотрите, как красиво. Для красоты я еще добавил сюда мандаринчик. И запеченный в духовке куриный лук-порей соус под пюре картошка со свеклою. Смотрите, как аппетитно все выглядит. Итак, сегодня с вами поделился еще одной идеей, что можно приготовить на обед, на ужин. А именно, я сегодня сделал совсем новое блюдо для меня самого. Соус курица с лук-порей, запеченный в духовке с пюре картошка со свеклою. Я попробовал немножко, получилось обалденно вкусно. И на это на сладкое я сделал зимнее блюдо яблоки, запеченные в духовке. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам дало какую-то идею сделать то же самое или наподобие такого, почему бы и нет. Попробуйте, может быть, и вам понравится. А на этой аппетитной ноте хотел прощаться. Моя семья садится теперь за ужин. А вам хочу пожелать самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.